Жуткая темнота окутывала дом, когда Джон вернулся с работы. Открыв дверь, он ожидал увидеть привычную обстановку своего уютного бунгало, но вместо этого его взгляду предстал совершенно другой мир. Шторы, которые он купил летом, исчезли, постеры на стенах казались неузнаваемыми, а мебель выглядела так, словно ее никто не касался годами. Джон пошел дальше вглубь дома, и его охватило странное чувство, словно он оказался на съемочной площадке фильма о своем собственном детстве. Он ступил на деревянный пол, который после ремонта уже не скрипел. Каждый угол дома казался знакомым, но одновременно совершенно чужим. Легкий шорох донесся из гостиной. Джон медленно повернулся и увидел самого себя, но другого, молодого, как будто вернувшегося из давнего прошлого. Парень лет 20, со всеми чертами, которые Джон помнил о своем молодом облике. «Это невозможно», — подумал он, но вот он, такой же, каким был. Молодой Джон, увидев старшего двойника, испуганно вскочил, но изумление взяло верх. Они стояли друг напротив друга, разделенные невидимой гранью времени. Джон не знал, что им делать, но их связь уже начала завязываться, как невидимая паутина, плетущаяся вокруг них. Разрывая тишину, старший Джон заговорил, но вместо ответа услышал другое — клич незнакомого ему ребенка из соседней комнаты. Это была семья, которую он никогда не знал, и это только начало странных открытий, ждущих его в этом загадочном доме. Они смотрели друг на друга с удивлением и трепетом. Джон видел перед собой самого себя из прошлого. Молодого, полного энергии и надежд, которые он в свое время потерял. Молодой двойник выглядел сперва встревоженно, но затем его лицо постепенно расплылось в ослепительной улыбке, словно он встретился с давно потерянным другом. Джон, испытывая легкое замешательство, подумал: не может быть, чтобы его прошлое действительно материализовалось перед ним. Сделав шаг вперед, Джон ощутил, как беспокойство стало уступать место интересу. Он не знал, как объяснить то, что увидел, но одно было ясно. Это была не просто иллюзия. Молодой Джон, напротив, казался более смелым. Он без колебаний подошел ближе, протянув руку, как будто проверяя, настоящий ли перед ним человек. Их пальцы почти соприкоснулись, и в этот момент время словно остановилось, наполнив комнату ощущением, что что-то невероятное происходит. «Кто ты?» — спросил молодой Джон, его голос полон недоумения, но также и восхищения. Старший Джон, сглотнув, ответил просто: «Человек, которым ты однажды станешь». Эта встреча казалась сюрреалистической, но была наполнена глубоким значением, которое оба понимали на интуитивном уровне. Вдруг их внимание отвлекли звуки шагов. Кто-то приближался. Тень мелькнула в дверном проеме, заставляя их обоих вздрогнуть. Из-за угла показалась женщина с ребенком на руках. Она уловила их взгляд, и на лице проявилось замешательство. Ее появление было словно катализатором. Джон вдруг понял, что оказался втянутым в незнакомый, но все же очень личный спектакль, где каждый новый герой приносил с собой рой вопросов. Но куда именно все это ведет, он пока не знал. И этот вопрос сжег его изнутри, пробуждая желание разобраться в непонятной ситуации. Женщина, вошедшая в комнату, выглядела ошеломленной, но в ее глазах читалось нечто большее, чем простое удивление. Это было нечто сродни узнаванию. Она посмотрела на Джона и молодого человека рядом с ним, и Джон заметил, как она крепче прижала ребенка к себе. «Вы кто?» Вопрос прозвучал твердо, но с оттенком тревоги. Джон, едва успевший осознать, что происходит, постарался найти слова. «Я Джон?» — выговорил он, понимая всю странность ситуации. Но в этот момент молодой Джон выступил вперед, улыбаясь женщине ободряющим взглядом. Он мой родственник», — произнес он, пытаясь развеять растущее напряжение. Ее реакция удивила Джона. Она, казалось, колебалась между двумя мирами. Настоящим и тем, что она, возможно, считала иллюзией. «Джон?» Она повторила это имя, как будто оно имело для нее особое значение. Затем она кивнула, словно принимая невероятное. «Меня зовут Элис», — представилась она, на мгновение уводя взгляд в сторону к рисующимся в воображении образом. Джон почувствовал, как его сердце замирает, когда он всматривался в ее лицо, пытаясь найти хоть одну черту, которая подскажет, как они связаны. Незнакомая семья обступила его своими тайнами, и он почувствовал, как их прошлое постепенно начинает переплетаться с его собственным. Джон увидел на стене фото, которое мельком показалось знакомым, но что-то в деталях не совпадало. Он осознал, что они, возможно, знают о нем больше, чем он сам. Это открытие взволновало его и зародило еще больше вопросов. Впереди были ответы, которые могли навсегда изменить его понимание жизни. С каждым шагом по дому Джон чувствовал, как его притягивает странная сила, и знакомые сцены из прошлого начинают вызывать в памяти давно забытые фрагменты. Он увидел полку с книгами, где одна из них выбилась из ряда, вызывая особые воспоминания.
Это был дневник в синей обложке, который он вел в подростковом возрасте. Удивительно, как ярко вспоминались давно забытые мысли и мечты, которые он записывал в те далекие дни. Когда Джон открыл дневник, перед его глазами начали разворачиваться сцены из молодости. На страницах были записаны его юношеские переживания, мечты и тайны, которые он однажды доверил бумаге. Каждая строка пробуждала в нем воспоминания, казавшиеся давно забытыми. Эти записи были ключом к его прошлому, намеком на ту жизнь, которую он вел. Джон продолжал листать, его вниманием завладела заметка о месте, где он когда-то хотел побывать. Заброшенный сад за домом, который он считал своим укрытием от мира. Это было место, о котором он забыл, но теперь, казалось, оно звало его вернуться. Записи также упоминали о тайных встречах с друзьями, которые собирались там, чтобы делиться мечтами и строить планы на будущее. Забытые воспоминания начали складываться в картину, пробуждая давно утраченные чувства. Эти записи стали мостом между прошлым и настоящим, подсказками к разгадке, как и почему он оказался здесь. Джон понимал, что его путь только начинается, и впереди его ждут разгадки, которые полностью изменят его понимание жизни. Но главное, он ощутил, что этот дом хранит в себе еще больше секретов, которые ему предстоит раскрыть. Джон в поисках разгадки тайны своего возвращения в прошлое неспешно направился к подвалу, который, казалось, манил его своей мрачной таинственностью. Он помнил, что в прежние времена это место всегда было полно забытых предметов и воспоминаний. Открыв тяжелую дверь, он ощутил запах старого дерева и пыли, который неизменно напоминал ему о детских годах. В глубине подвала его глаза быстро адаптировались к полумраку, открывая взору старые картонные коробки и полки, забитые тем, что казалось забытыми воспоминаниями. Перебирая вещи, Джон наткнулся на коробку, накрытую толстым слоем пыли. Он осторожно смахнул ее и открыл крышку, обнаружив внутри различные семейные реликвии. Среди них его внимание привлек маленький, но изящно оформленный сундучок с замысловатым замком. На крышке сундучка была вырезана надпись, которую он сразу узнал. Это была фамилия его предков. Сердце Джона забилось быстрее, и он, не раздумывая, взломал замок. Внутри сундучка он нашел коллекцию старых фотографий, писем и документов. Особо выделялись несколько фотографий, где он и его молодая версия предстали на фоне дома, похожего на этот. Джон был поражен увиденным. Как могло это случиться, если он никогда не знал этой семьи? Письма, которые он начал читать при свете слабого фонаря, открывали неожиданные семейные тайны. Они говорили о любви, потерях и надеждах, которые связывали его предков с этим домом. Каждое новое письмо в этом сундучке приоткрывало немного завесу над тайной прошлого, и Джон понял, что это открытие — лишь начало пути к большему пониманию его собственной истории. В глубине души он ощутил, что эти находки могут стать ключом к его возвращению в настоящее. Однако вопрос, что привело его сюда и как он сможет найти дорогу обратно, оставался открытым, заставляя его двигаться дальше, чтобы понять связь между временами. Джон, все еще не веря своим глазам, долго не мог оторваться от старинного сундучка с фамилией своих предков. Вопросы множились в его голове. Как могло так случиться, что дом, в котором он совсем недавно жил, оказывается, хранил в себе такие тайны? Среди старых писем и документов его внимание привлек небольшого размера дневник, обложка которого была уже потрепанной временем, но все еще крепкой. Открыв его, Джон прочитал несколько страниц, где один из его предков описывал свою жизнь в этом самом доме. Записи были удивительно подробными. В них говорилось о временах, когда дом только строился, о сложностях жизни в те времена и о планах на будущее, которые были восприняты с таким же энтузиазмом, как и его собственные мечты в юности. Автор дневника писал о мечте создать нечто такое, что сможет пережить века, передаваясь от поколения к поколению. Джон осознал, что этот дневник не просто личные заметки, а своего рода руководящий документ, который вел его семью через десятилетия. Погружаясь глубже в эту хронику, Джон стал находить некоторые совпадения, описания мест и событий, которые ощущались до боли знакомыми. Прочитав о событиях, происходивших в этом доме, он понял, что и его жизнь была частью чего-то гораздо большего, чем он мог себе представить. Дневник, словно мост, соединял его личную историю с более масштабной семейной эпопеей, раскрывая детали, которые до этого были скрыты от его глаз. И хотя ответы на все его вопросы пока оставались недоступными, Джон чувствовал, что эта находка станет важным этапом в его путешествии на пути к разгадке. Под покровом времени дневник раскрыл ему правду, которую он был готов услышать. Сопоставляя факты из своей жизни с записями в дневнике, Джон начал видеть цепочку событий, которая привела его сюда. Теперь ему предстояло выяснить, какую роль его предки играли в этой истории и как это может помочь ему вернуться обратно в свое время. С каждым новым открытием он приближался к пониманию, что впереди его ожидают ответы на самые важные вопросы.
Джон, все еще пребывая в шоке от того, что узнал об истории своей семьи, решил углубиться в то, что нашел в подвале. Ему казалось, что дневник его предков, который он уже начал изучать, содержит больше, чем просто личные записи. Чем больше он читал, тем явственнее становилась связь между прошлым и будущим. На одной из страниц он наткнулся на упоминание о загадочном изобретении, которое, согласно записям, должно было стать наследием для потомков. Это изобретение планировалось использовать для наблюдения за изменениями во времени и пространстве. Дневник описывал механизм, который, как утверждалось, мог даже повлиять на временные контуры. Джон, озадаченный этой информацией, понимал, что перед ним не просто устройство, а ключ к разгадке той временной аномалии, с которой он столкнулся. В дневнике было сказано, что устройство спрятано где-то в пределах дома, и только тот, кто истинно связан с семьей, сможет его найти. Это было настоящим вызовом, но Джон чувствовал, что если он сможет его отыскать, то сможет вернуться в свое время. Следуя подсказкам из дневника, он начал тщательное исследование каждого угла дома. Его поиски привели его в старую библиотеку, где, казалось, каждая книга хранила свои секреты. Осмотрев одну из полок, Джон обнаружил тайный отсек, скрытый за рядами старинных томов. Преодолев внутреннее беспокойство, он открыл его и увидел небольшую металлическую коробку. Внутри находилось устройство, о котором говорилось в дневнике. Его конструкция была сложной, но в то же время казалась удивительно простой. Возможно, именно это изобретение его предков было тем, что вызвало его перемещение во времени. Сердце Джона билось учащенно, когда он осознал, что держит в руках нечто невероятное. Инструмент, который, возможно, поможет ему вернуться в свое время и раскрыть все тайны, которые были скрыты от него на протяжении всей жизни. Теперь ему оставалось только понять, как им воспользоваться и какие последствия это может повлечь. Джон был ошеломлен тем, как его жизни переплелись через десятилетия, словно нитями невидимой паутины. Он внезапно осознал, что связь между временами не просто выдумка. Это была реальность, которая обрушилась на него вместе с находками из подвала. Он открыл для себя, что события прошлого и настоящего связаны между собой способом, который он не мог до конца понять. Это ощущение усиливалось, когда он листал страницы дневника своего предка, где упоминалось устройство, способное влиять на временные контуры. Размышляя об этом, Джон обратил внимание на случайные совпадения вокруг него. Каждое событие в доме, казалось, происходило не просто так. Будь то тень на стене или звук, доносящийся из прошлого, все указывало на то, что их жизни тесно переплетаются. Он припомнил, как, будучи ребенком, он часто видел странные сны о месте, похожем на это. Эти сны казались ему бессмысленными, но теперь он понял, что они были отражением чего-то более значимого. С каждым моментом Джон все больше чувствовал, что его предкам удалось создать нечто уникальное, возможность заглядывать за пределы времени. Он стоял на пороге того, чтобы разгадать, что же вызвало это перемещение. С помощью устройства, найденного в библиотеке, перед ним открывались невидимые линии связи между временами. Он еще не знал, как именно это сработает, но был полон решимости выяснить это. Джон понял, что если он сможет использовать устройство правильно, то может не только вернуться в свое время, но и, возможно, переписать историю своей жизни. Перед ним стоял выбор – прислушаться к инстинктам или действовать по подсказкам, оставленным его предками. В этот момент Джон осознал, что он не просто оказался в ловушке времени. Он стал его частью, и именно ему предстоит решить, как эти невидимые нити сложатся в его судьбу. Джон, держа в руках устройство, которое могло стать его ключом к возвращению, осознал, что у него почти не осталось времени. Каждое мгновение, проведенное в этом странном временном вихре, унесло его дальше от привычной жизни. Он не знал, как именно работает устройство, но в дневнике его предков говорилось о месте силы, где временные потоки перекрещиваются. Он должен был добраться туда, чтобы иметь шанс активировать механизм. Его шаги эхом отдавались в пустых коридорах дома, когда он поспешно искал нужное место. В дневнике упоминалось, что центр временных пересечений находится в старом саду за домом, в том самом месте, которое когда-то было его укрытием. Джон выскочил через заднюю дверь и побрел по запущенной тропинке, минуя густые кусты и деревья, которые, казалось, смотрели на него с немым пониманием. Наконец он остановился в центре сада, где странная энергетическая аура, казалось, завораживала пространство. Джон чувствовал, как воздух вибрирует вокруг, и, дрогнув, активировал устройство. Сначала ничего не произошло, но через мгновение его окружила вспышка света, после чего все вокруг изменилось. Пространство закружилось вокруг него, и на мгновение Джон ощутил, что его вытолкнуло наружу, за пределы времени и пространства. Однако, оставаясь сосредоточенным, он инстинктивно настраивал устройство, удерживая себя в центре вихря.
Он не знал, сколько это продлится, но его воля была непоколебима. Внезапно возникло ощущение неуловимого равновесия, словно каждое звено цепи соединилось в одно. Вскоре вихрь начал утихать, оставляя Джона в знакомом окружении его дома. В этот момент он осознал, что его усилия увенчались успехом. Он вернулся. Теперь ему предстояло тщательно обдумать, как использовать это знание и опыт, чтобы сделать свою жизнь более осмысленной. Джон, оказавшись обратно в своем времени, почувствовал странную смесь облегчения и тревоги. Его дом, казалось, снова стал таким, каким он его помнил. Он огляделся вокруг и увидел знакомые вещи на своих местах, словно все это путешествие было просто сном. Но заблуждаться не приходилось, в его руках все еще находилось устройство, которое помогло ему вернуться. Оно напоминало о том, что это было не просто иллюзией. Он быстро осознал, что его возвращение повлекло за собой последствия. Временные искажения, вызванные его путешествием, оставили свой след в настоящем. Джон заметил, что некоторые детали окружения изменились. На стене висело новое фото. На нем он со своей, теперь уже настоящей, семьей, о которой он прежде и не знал. Это указывало на то, что временные линии переплелись, внося изменения в его жизнь. События его путешествия породили цепочку перемен, и Джон понимал, что теперь ответственен за эти изменения. Он начал проверять местные новости и заметил, что некоторые события, которые он помнил иначе, прошли различным способом. Это было подтверждением, что его действия действительно влияли на нынешнее положение дел. Джон осознавал важность сохранения устройства в тайне. Он решил спрятать его в безопасном месте, пока не разберется, что делать дальше. Постепенно он привыкал к новым реалиям, пытаясь понять, как жить с осознанием, что его прошлое и будущее тесно переплетаются. Теперь перед ним стояла сложная задача. Как использовать полученные знания для лучшего понимания своей жизни и помощи тем, кто находится рядом с ним. В его голове крутились идеи о том, как избежать новых временных искажений и как найти свой путь в изменившемся мире.